Привет всем! Сегодня хочу показать, как я делаю ребра копченые. Значит, что для этого надо? Перебрал, помыл ребра, хорошенечко их очистил. Когда мясники рубят, остаются на срезах косточки. Все это я удалил, лишнее снял, перебрал. Дальше. Значит, я буду делать мокрым посолом. Это буду мариновать в воде. Соль буду брать 10 нитритной, 10 поваренной. Как я делаю? Значит, из специй я беру 2 грамма черного перца, 1 грамм душистого перца и 2 грамма сушеного чеснока. Все это измельчаю, перемешиваю. Дальше уже готовые порезанные ребрышки я просыпаю специями. Все хорошенько их натираю, только специями. Буду делать мокрым посолом. Не сухим, а мокрым. То есть буду мариновать в воде. Дальше все это я укладываю плотненько в емкость. Ну, почему не сухим решил сделать, а мокрым посолом? Последний раз, когда делал, этот вариант мне очень-очень понравился. Решил его сейчас повторить. Но тут есть такой нюанс, что надо правильно посчитать количество соли. Она будет из расчета количества залитой воды плюс вес самих ребер. То есть будем брать, сколько я сейчас залью воды, прибавлять к весу мяса и отсюда брать 2%. Это у нас будет количество соли. Получившееся количество соли я делю на 2, то есть 10, ну то есть 50% у меня соль будет нитритная, 50% будет у меня поваренная. Итак, я залил 5 литров воды. Мясо у меня 6,5 килограмм. 6-й литр воды я сейчас буду заливать вот в эту емкость. Соответственно, 6 литров и 6,5 килограмм ребер. У меня получается, надо рассчитывать соль, исходя из 12,5 килограмм. То есть берем отсюда 2% и получаем количество соли, которое делим пополам. Это будет 50% нитритной, 50 поваренной. И должны мы всю эту соль развести вот в этом литре воды. Итак, соль мы растворили в воде. Теперь заливаем не в одно место, а распределяем как бы по емкости, разливаем эту разведенную соль. И главное, чтобы вода покрывала мясо хотя бы на сантиметр. Таким образом вот прибрасывайте воду, чтобы мясо было погружено в воду на 1 сантиметр. Но еще как только вы вылили соляной раствор в воду,
вы еще хорошенько все перемешайте. Помните мясо в воде, чтобы вода, та, которая с солью была, распределилась по всему объему. И после этого накрываем крышкой, отправляем в холодильник на плюс 6, плюс 8 градусов на 3-5 дней. Почему 3-5? Это, всяко может случиться, там времени не хватило, еще что-то. Вот от 3 до 5 дней этот период, когда уже в принципе мясо будет промаринованным. И не забывайте доставать из холодильника и шевелить мясо в этом рассоле, чтобы мясо было промариновалось во всех местах. А дальше процесс покажу. Прошло 5 дней. Наши ребра промариновались. Сейчас мы их достаем и будем вывешивать на просушку и на дальнейшее копчение. Сейчас одеваю все на крюки. Старайтесь одевать либо за второе, либо за ребро таким образом, чтобы не соскочил в процессе варки. Так, в общем, я ребра вывесил в сушку. Сейчас они провисят. Где-то часа 1,5-2 подсохнут, вода с них лишняя стечет, и дальше будем перекладывать в коптильню. В коптильне, как я уже говорил, процесс будет у нас сушки, это уже при температуре 30 градусов. И дальше у нас идет копчение и варка. Это я все покажу. После сушки, которая их находилась, ребра находились 1,5 часа, перевесил сейчас в коптильню, основная вода уже стекла. Теперь просушим при температуре 60 градусов, у нас будет в коптильне, до 45 градусов внутри ребер. Это сушка. Дальше копчение 85 градусов в камере и 60 градусов ребра. После чего переведем на варку, это 80 градусов в камере и 71 ребра. Все процессы, сюда еще при варке в поддон нальем воды. Все это происходить будет у нас с конвекцией в коптильне. Вот весь процесс. Прошла ровно минута, как ребрышки приготовились. Сейчас выглядит просто супер. Прокоптились, сварились. Сейчас перевешу на сушку. Ночь провисят на сушке. Завтра будем пробовать. Бомбезно получились. Ну что, мои хорошие, пробуем наши ребрышки. Значит, после копчения провисели 6 часов в сушке. Дальше на 6 часов я убрал в холодильник. Вот такая у нас получилась красотенюшка. Заходят они как под пиво, так и делается из них гороховый суп обалденный. Вот у нас есть уже некое количество. Значит, что интересное, сразу когда делал, я оставлял больше мяса на них. Соответственно, чем больше оставляете мяса, тем приятнее будет это все употреблять. Ну что, пробуем. Что у нас получилось? Промариновалось просто четенько. Вот она на срезе.
Сейчас какой-нибудь кусочек так выберем. О, красота! Само мясо, поскольку мариновалось мокрым посолом в воде, оно не сохлось, оно вот мягкое, по вкусу нежное. Соли вот прям, ну, четко. Класс. Просто бомба. Соли вот ровно. Специи, как видите, я не стал смывать. И оно вот дает свою немножко остроты. Класс. Идеально. Мягкий, сочный. Поэтому советую, делайте, не пожалеете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Дальше буду снимать новые рецепты.